Всем привет, меня зовут Снежа и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о пастельно-розовом цвете, как его сделать и какие особенности и нюансы нужно учитывать при таком формате варианта окрашивания. Чтобы сделать яркое окрашивание в любом направлении, и хоть в зеленом, хоть в розовом, вам необходимо обесцветить волосы. И бывают разные варианты формата того, как выглядят волосы после обесцвечивания. Они могут быть либо оранжевыми, либо очень светло-желтыми, либо супер белыми. И как раз я сделала для вас специально тест прядей, на которых очень сильно видно разницу после того, когда вы тонируете волосы в зависимости от того, какого цвета они изначально. Разный цвет фона осветления результата после обесцвечивания располагает и предусматривает собой разный результат. Если вы хотите сделать максимально светлый розовый цвет, вам сразу нужно понять, что если у вас крашеные темные волосы, есть вероятность, что розовый не получится именно таким ватно-розовым конфетным цветом, и скорее всего он будет уже более теплого оттенка. А если у вас светлые волосы блонд, и тогда проблем практически нет. Есть очень большое количество разных фотографий, которые гуляют по интернету, где вот этот розовый цвет, как цвет парика, очень многие принимают за натуральный цвет. К сожалению, есть розовый, который невозможно воплотить на натуральных волосах. Поэтому вам необходимо просто посмотреть на фотографии существующих реальных людей с розовым цветом и убедиться в том, что тот цвет розового, который вы хотите, уже есть на каких-то волосах у каких-то людей. Давайте я сейчас вам покажу вообще, из чего складывается пастельно-розовый цвет и что поможет вам при выборе красителя для того, чтобы сделать тот самый оттенок, который вы себе придумали. У меня в руках 4 пряди разного цвета. Как вы видите, у одной, как вы видите, вот все понятно, да? Но здесь есть разный красный, разный розовый, и это один краситель, это краситель Ира-Ира, который имеет разные варианты вымывания. То есть здесь есть розовый цвет пинк, который после обесцвечивания показал максимально стойкий результат. И есть неон ред, это красный на основе розового, который ушел полностью с пряди после того, когда я ее обесцветила. А самый удивительный факт заключается в том, что если разбавлять неон Red, он получится розового цвета. Суть в том, что розовый цвет, разбавленный от Neon Red, вымоется с волос полностью, а розовый цвет Pink после разбавления есть вероятность, что он с волос вообще никогда не вымоется. И это два разных варианта розовых, которые могут очень по-разному держаться на волосах. То есть суперстойкое окрашивание и такое средней стойкости окрашивания в зависимости от того, как сильно вы разбавите этот цвет. Я к тому, что есть разные варианты того, из чего вы сможете смешать розовый. Я отношусь к тем людям, которые никогда не покупают красители в чистом виде, если они готовые пастельные. Я не вижу в этом смысла, потому что можно купить концентрат цвета, разбавить его и получить пастельно-розовый оттенок. Единственное только, что, как вы видите, все цвета разные, и в зависимости от того, какой концентрат вы для себя выберете, у вас получатся абсолютно разные цвета по направлению. Сейчас я бы хотела вам продемонстрировать, насколько по-разному розовые цвета могут получиться в зависимости от того, какой цвет вы изначально выбираете. Для того, чтобы сделать пастельно-розового цвета коктейль для окрашивания волос, вам потребуется бесцветная основа. Это может быть кондиционер, либо маска, удобная вам по консистенции. Вы можете посмотреть состав этой маски и кондиционера, понять, что эта маска сделает с волосами лучше всего, пропитает волосы, либо будет более кондиционирующий эффект иметь. Об этом вы можете посмотреть видео про уход за волосами под описанием к этому видео. У нас есть 3 разных варианта цвета, из которых мы можем сделать розовый. Они все очень разные. И сейчас мы посмотрим, насколько разный оттенок розового может получиться. Значит, я добавляю сначала бесцветную основу в каждую миску. И самый правильный вариант смешивания цветов — это как раз вариант, когда вы сначала добавляете бесцветную основу, а потом уже добавляете потихоньку пигментированный оттенок. Я добавила немного бесцветной основы в каждую миску, и сейчас буду по чуть-чуть, по капельке добавлять каждого цвета. Значит, смотрите, цвет Neon Red от Ира-Ира. Я беру маленькую капельку просто на кончик кисточки. Видите, как мало. И его разбавляю, смешиваю. У нас получается такой достаточно
конфетный оттенок. Хочется сказать, что так как цвет пастельный, его очень тяжело понять, каким он будет в самом конце, когда вы будете наносить его на волосы. Поэтому, наверное, мой совет смешивать цвет чуть-чуть более пигментированным, чем вы хотите результат, который должен получиться на волосах. Первый цвет готов. Второй цвет это Ира Pink. Это стойкий розовый. И с этим цветом нужно быть внимательным при нанесении, потому что, опять же, если вы сделаете слишком интенсивный оттенок, есть вероятность, что он у вас не вымоется с волос. Вот смотрите, я добавляю просто вот столечко, я добавляю и размешиваю с бесцветной основой. И у нас получается пастельный розовый цвет, но уже более холодного направления, если сравнивать его с тем розовым, который получился в первой миске. Вроде бы, казалось бы, да, одинаковые цвета. Я уже вляпалась, вытру об штанину. Если я сравню этот оттенок с этим, вы видите, да, какая разница самого направления. Это более теплый розовый, это более холодный розовый. Давайте сейчас для наглядности я еще возьму капелюшку этого цвета и замешаю. Вот так вот более наглядно видно, как сильно изменяется оттенок, то есть более холодный, более теплый. И третий вариант розового, который я смешаю, это краситель Joica цвет Magenta. Я также беру и добавляю маленькую каплю и смешиваю с бесцветной основой. Посмотрим, какой розовый у нас получится. Так, что сразу хочется сказать, что этой капли было очень много, поэтому надо будет сейчас разбавлять этот цвет бесцветной основой, чтобы цвет получился все-таки пастельный. Смотрите, этот розовый также получается достаточно холодным, и тут уже он имеет такое более, наверное, фиолетовое направление. Как вы видите, у нас есть 3 разных пастельных розовых, и несмотря на то, что этот цвет выглядит достаточно темным, это очень пастельный оттенок. Просто за счет того, что он очень холодный, кажется, что он темный. Но на самом деле это не так. Давайте я еще чуть-чуть разбавлю, чтобы посмотреть, каким будет цвет после разбавления. Как вы видите, все равно оттенок холодный преобладает, он все равно остается достаточно холодным. То есть у нас есть 3 разных розовых. Вот как раз вы можете мне написать в комментариях, какой из этих розовых вам нравится больше всего. Первый, второй или третий. Посмотрите, какой маленький расход пигментированного красителя, чтобы сделать пастельный цвет. Мне кажется, это очень крутой лайфхак, потому что это как минимум позволит вам из большой упаковки красителя добиться, ну не знаю, сколько здесь будет порций красителя, то есть вам нужно запастись большим количеством бесцветной основы для разбавления. И тут вам уже нужно просто самим принимать решение, что конкретно вы будете использовать в качестве бесцветной основы. Если вы хотите, чтобы после окрашивания волосы были лучшего качества, вам необходимо в качестве основы взять липидную маску. Если вы хотите просто сделать так, чтобы волосы покрасились и чтобы их не питать дополнительно, ну тогда вы можете взять просто кондиционер, и там уже в нем может быть по составу все то, что есть в описании к этому видео, чтобы вы посмотрели. Мне надо, чтобы вы посмотрели тот видеоролик, который я записывала про уход за волосами, и изучили все самостоятельно. Подведем итог какой-то? Нет? Как нужно наносить краситель прямого действия пастельного цвета? Вы должны достаточно большое количество красителя смешать сразу. Если у вас длинные густые волосы, смешайте большое количество цвета в миске. И если у вас останется краситель, просто купите баночку для анализов и запихните этот краситель в баночку для анализов. И храниться это все может 12 месяцев, в зависимости от того, что написано на упаковке. Здесь написано 12 месяцев. Если вы будете пользоваться данным рецептом, отмечайте меня в сторис, либо в своих инстаграмах, в постах, мне будет приятно на вас посмотреть. Но, естественно, вам нужно быть очень внимательным при выборе красителя, потому что если вы выберете какой-нибудь стойкий цвет от Ира Pink, и потом захотите от этого розового цвета избавиться, то как бы ничего не получится сделать. Поэтому будьте внимательны и рациональны при выборе красителя прямого действия для окрашивания волос в яркий цвет. Всем хорошего денечка, вечерочка или что там у вас. Всем пока!